Пожилые супруги всю жизнь пожили в маленьком домике, который стал таким же стаем, как и они, но переезжать не хотят. Частенько вечерами вспоминают о своей жизни, о всех счастливых моментах, которых немало. Дети давно выросли и обзавелись своими семьями. Дочь живет в соседней деревне, поэтому часто поведывает родителей, внуки тоже не дают скучать. А вот сын уехал жить далеко, 5 лет не приезжал, весь в работе, заботах и делах, часто отдыхает с женой за границей. Но недавно позвонил Сашка, сказал, что скоро приедет, а родителей эта новость очень обрадовала. Поэтому они сразу же стали готовиться к приезду сына, отец поехал на лошади за продуктами, а мать начала думать, что такого вкусного приготовить, чтобы любимого сыночка падывать. До приезда Саши стайки считали дни. Он недавно женился во второй раз, а певая жена любила гулять, поэтому он подал на развод, детей у них не было, просто разошлись, а теперь он заново строит свою личную жизнь. Приехал Саша на своем автомобиле вечером, поужинал и сразу же лег спать. А родители сели тихонько рядышком, чтобы хоть посмотреть на своего сыночка, поговорить особо не получилось, дальняя дорога его утомила. Отец радостно и говорит, сынок выспится как следует, а завтра дров наколоть поможет, вывезем навоз из конюшни, съездим за елкой, дом наш укосим, как раньше, а то уже несколько лет не ставили елку на Новый год. Мать тоже сказала, в чулане еще нужно пол отремонтировать, а то скоро повалимся. Отец пошел спать, а мать все никак не могла оставить своего мальчика, то одеялом укроет, то подушку попавит. Отец встал оно утом и отправился печь топить, а то сыночек проснется, а дома холодно, ведь за ночь выстыла изба. Мать тоже подскочила и начала печь пироги. Саша встал около полудня и сказал, что так крепко давно не спал. Позавтракал, включил телевизор и устроился смотреть фильм. Мать спрашивает, сынок, может поможешь от судов наколоть? Мама, я приехал на несколько дней, успеется, пусть лучше папа баню затопит. Пошли пожилые родители вдвоем воду из колодца в баню носить, ничего не сказав. После того, как победали, отец попросил, нужно навоз в конюшне убрать, ты молодой и сил у тебя полно, пойди сделай. Ты, что папа, думаешь, я в городе не устал от работы? Приехал к родителям отдохнуть, а ты сразу меня работать заставляешь. Саша после бани поел, открыл спиртной напиток, который с собой привез и решил пожаловаться на жизнь. За целый день мать с отцом вымотались, а Саша все никак не наговорится, то по квартиру свою большую рассказывает с другой мебелью, то по свою собаку подестую, только женщины все какие-то непутевые и работать надоело. Уволиться охота. Родители не выдержали и пошли спать, Саша обиделся и сказал, что поедет к сесте, а с ними скучно. Мать стала печатать и просить, чтобы не садился за руль, ключи от машины забрала. Саша чуть две кулаком не вышиб, зашел в комнату, включил телевизор и звук на всю громкость включил. Уставшие стайки хотят спать, но при общем телевизоре уснуть невозможно. Отец потихоньку зашел к нему в комнату и увидел, что тот уже храпит вовсю. Он выключил телевизор и в тишине с супругой лег спать, на утро Леша решил пойти прогуляться в лес. Он там замерз, вернулся домой, налил себе горячего чая и уселся на диван. О том, что происходило вчера вечером, он даже и не вспомнил, а у пожилой матушки голова весь день болит. Родители собрали любимому сыну целую сумку с деревенскими гостинцами, Леша отказываться не стал. «Ничего себе, сколько всего вы мне тут положили, жену хоть порадую, она ведь никогда у меня не пробовала такого вкусного варенья и домашнего компота. У нас, конечно, все есть, но я не хочу вас обижать, поэтому возьму. Я вот только совсем забыл привезти вам новогодние подарки. Ну, ничего страшного, привезу в следующий раз». Матушка вытерла слезу и говорит, ты, сынок, больше к нам не приезжай. Мы с отцом очень тебя любим, переживаем, но полежать на диване ты и дома у себя можешь, также и посмотреть телевизор, который подороже и получше нашего будет. Леша понял, что сильно обидел своих родителей, вот только он не знал, что им сказать. Сел в машину, помахал им рукой и поехал к себе домой, где его ожидала привычная суета.